Мы привыкли считать, что люди в древности были, скажем так, не очень умными. Максимум палка-копалка и медный нож. Но археологи находят вещи, которые ломают мозг даже инженерам из Apple и NASA. Мы разобрали их до последнего винтика, изучили под микроскопом, но так и не поняли, как сделать такие же сегодня. Готов увидеть 5 технологий прошлого, которые круче наших? Тогда погнали! То, что ты увидишь в самом конце, вообще заставит тебя сомневаться, что мы – самая развитая цивилизация. Представь себе, ты стоишь в центре Рима перед огромным зданием – Пантеоном. Его купол весит почти 5000 тонн. Это гигантский кусок бетона, который висит над твоей головой без единой железной опоры. И вот в чем фокус. Этому куполу 2000 лет. На нем нет ни одной серьезной трещины, хотя Рим переживал землетрясения, жару и наводнения. А теперь вспомни любую новостройку в твоем районе или мост, который ремонтируют каждый год. Современный бетон, созданный с помощью компьютеров и лабораторий, начинает рассыпаться уже через от 30 до 50 лет. А римские портовые сооружения, которые 20 веков бьет океанская волна, не просто выстояли. Они стали в 2 раза крепче, чем в день постройки. Ученые десятилетиями чесали затылки. Долгое время мы думали, что все дело в каком-то редком ингредиенте, который просто закончился. Но правда оказалась куда страшнее. И знаешь, что писали в учебниках истории последние 100 лет? Римляне были небрежными, просто плохо перемешивали раствор. Типичное высокомерие современного человека. Если мы чего-то не понимаем, значит древние просто накосячили. Но пару лет назад инженеры из MIT провели химический анализ этих белых крошек и, оказалось, это не просто известь. Римляне использовали технологию горячего смешивания. 200 градусов Цельсия прямо внутри смеси. Они буквально упаковывали энергию внутрь камня. А теперь магия. Как работает римский бетон? Как только в нем появляется трещина и туда попадает вода, известь растворяется и сама затекает в рану. Она буквально заклеивает здание, как твоя кровь заживляет царапину. Бетон живой. Мы потеряли технологию вечности и заменили ее на технологию потребления. Но если бетон – это химия, то как объяснить находку, которую археологи окрестили механическим мозгом? На дне моря нашли устройство, которое считало звезды точнее, чем лучшие астрономы Европы спустя 1500 лет. Представь 1900 год. Группа греческих ныряльщиков попадает в жуткий шторм. Чтобы спастись, они причаливают к крошечному скалистому острову Антикитера. Когда буря стихает, один из ныряльщиков опускается на глубину 40 метров и в ужасе вылетает на поверхность. Он кричит, что на дне гора трупов. Капитан спускается сам и понимает – это не трупы, это затонувший римский корабль. Среди золотых монет и античных ваз моряки поднимают на борт странный зеленый кусок скалы. Его закинули в угол музея в Афинах и забыли на 2 года. Всех интересовало золото, а не грязный камень. Но в один день этот камень треснул сам по себе, и из него посыпались шестеренки. Археологи того времени застыли в шоке. Представь, если бы ты раскопал могилу средневекового рыцаря, а у него на руке электронные часы. Вот такой же парадокс лежал на столе ученых. В мире, где люди якобы только-только научились ковать мечи, кто-то создал механизм из десятков бронзовых колес, рычагов и циферблатов. Только в 21 веке, когда появились мощнейшие компьютерные томографы, мы, наконец, просканировали этот ржавый комок. И вот тут реальность оказалась круче любого фантастического фильма. Внутри скрывалась сложнейшая система из 30 бронзовых шестерен, собранная с точностью швейцарских часов. Каждое зубчатое колесо имело треугольную форму, а их размер измерялся миллиметрами. Это был аналоговый компьютер. Знаешь, что он делал? На передней панели был календарь и циферблат. Если ты крутил ручку сбоку, весь механизм приходил в движение. Он показывал положение Солнца, фазы Луны и, что самое невероятное, движение 5 известных тогда планет. Механизм учитывал даже то, что орбита Луны не круглая, а эллиптическая.
Это высшая математика, которую открыли заново спустя 1500 лет. В то время как остальной мир верил, что гром – это гнев Зевса, кто-то уже упаковал всю Вселенную в коробочку размером с книгу. Самый главный вопрос, который не дает спать инженерам – как это было сделано? Чтобы вырезать такие микроскопические шестеренки сегодня, нам нужны станки с ЧПУ или идеальные стальные напильники. Но у греков была только мягкая медь и примитивное литье. Буквы на деталях размером меньше миллиметра. Как мастер видел, что он пишет? Без микроскопа, без лазера. Мы нашли железо, но мы полностью потеряли чертежи. Весь этот интеллект был стерт из истории человечества, пока в Европе снова не научились делать подобные часы только в XVIII веке. Это пугает больше всего. Пример антикитерского механизма доказывает, что человечество может внезапно отупеть на 1000 лет, забыв технологии своих предков. Компьютер – это расчеты, но расчеты бесполезны без энергии. Зачем им был нужен ток в эпоху, когда даже свечи считались роскошью? Представь, 1936 год. Недалеко от Багдада рабочие раскапывают древнее поселение. Среди кучи обычных черепков и костей они находят странный предмет, который вообще не вписывается в интерьер древнего дома. Это обычный глиняный горшок высотой чуть больше ладони. Но когда его вскрыли, внутри оказался не клад и не свитки, а странный бутерброд из металлов. Внутри стоял медный цилиндр, а в него был вставлен железный стержень. Все это крепилось на слое битума. Это древний аналог нашей изоленты. Сверху все было запечатано так плотно, будто мастер хотел сохранить содержимое от воздуха на 1000 лет. Археологи сначала просто пожали плечами. Ну, может, в этом хранили иголки или папирус? Но один немецкий археолог, Вильгельм Кёник, присмотрелся к этой конструкции и чуть не выронил горшок из рук. Он вспомнил свои школьные уроки физики. «Подождите», — сказал он, — «медная трубка, железный стержень, изоляция. Да это же классическая схема батарейки». Проблема была в том, что по официальной истории первую батарейку собрал Алессандро Вольта только в 1800 году, а этому горшку было 2000 лет. Ученые, конечно, сразу подняли Кёнига на смех. Какое электричество у кочевников? Вы еще скажите, что у них там Wi-Fi был. Чтобы доказать свою правоту, исследователи создали точную копию этого горшка. Все по древним чертежам. Не хватало только одного – электролита. И знаешь, что они сделали? Они залили в горшок обычный лимонный сок. И в ту же секунду вольтметр ожил. Стрелка дернулась и показала стабильное напряжение в 1,1 вольта. Это не теория и не магия, это чистая химия. Обычное вино или уксус заставляли этот мусор вырабатывать ток. Но самый главный вопрос оставался без ответа. Зачем? Ведь в то время не было ни лампочек, ни смартфонов. Куда они втыкали эти провода? Ученые наткнулись на очень интересную деталь. В тех же краях находились серебряные украшения, покрытые тончайшим идеальным слоем золота. Сегодня мы делаем это с помощью гальваники, пропуская ток. Это значит, что древние ювелиры были не просто ремесленниками, а настоящими электрохимиками. Они управляли невидимой силой тока, чтобы создавать шедевры, которые мы до сих пор не можем отличить от литого золота. Но вот в чем самая большая загадка. Мы нашли батарейку, но мы не нашли ни 1 метра провода. Мы смотрим на этот горшок и понимаем, мы не первая цивилизация, которая приручила молнию. Мы просто те, кто забыл, как это делали до нас. Электричество в горшке – это круто, но это маленькая энергия. А как насчет энергии, которая может превратить 100-тонную гранитную скалу в мягкий пластилин? И ученые до сих пор спорят, строили это люди или нечто большее. Представь себе крепость Саксай-Ламан. Это огромные стены, собранные из гранитных глыб. И когда я говорю огромные, я имею в виду камни весом 100, 200 и даже 300 тонн. Для сравнения, самый мощный современный строительный кран с трудом может поднять такой груз, и то на идеально ровной площадке. А здесь крутые горы, узкие тропы и высота, где не хватает кислорода. Но поражает даже не вес. Посмотри на то, как эти камни соединены.
Это необычные квадратные кирпичи. Каждый камень имеет свою уникальную кривую форму. У одного 5 углов, у другого 12, у третьего все 20. И они вставлены друг в друга, как кусочки гигантского пазла. Между этими глыбами нельзя просунуть даже лист бумаги или лезвие бритвы. Там нет ни капли цемента, ни капли раствора. Если начнется землетрясение, эти стены не рухнут. Камни просто немного потанцуют на своих местах и снова встанут в пазы. Ученые десятилетиями пытаются понять, как можно было подогнать 100-тонную скалу к другой такой же скале с точностью до миллиметра. У них ведь не было ни лазерных уровней, ни 3D-сканеров. Если ты подойдешь к этим стенам вплотную и проведешь по ним рукой, ты заметишь нечто странное. Края камней выглядят выпуклыми, как будто они выпирают под собственным весом. Создается полное ощущение, что когда-то эти гранитные глыбы были не твердыми, а мягкими, как теплый пластилин или воск. Есть теория, что древние инки знали секрет размягчения камня. Существуют легенды о соке редких растений, но биологи только разводят руками. Таких растений в природе нет. Другая версия, еще более безумная – солнечные концентраторы, система огромных зеркал. Это позволило бы буквально плавить стыки глыб. Мы сегодня используем лазерную резку металла, но плавить гранит в таких масштабах прямо на стройплощадке – это технология, до которой нам еще расти и расти. В 80-х годах группа японских исследователей, вооруженная самыми современными инструментами, попыталась построить маленькую копию такой стены. И знаешь, что произошло? Они провалились. У них не получилось добиться такой же плотности стыков даже на маленьких камнях весом в пару сотен килограммов. А древние строители делали это с глыбами размером с двухэтажный дом. Технология обработки камня была потеряна полностью. Мы смотрим на эти стены и понимаем, мы – цивилизация быстрого строительства, а они владели технологией изменения самой материи. Мы строим из бетона, который крошится, а они лепили из скал, которые простоят вечно. Но если камни – это мощь и масштаб, то наша последняя находка – это тончайшая работа на уровне атомов. Мы нашли мечи, которые могли разрубить на лету шелковый платок. И когда ученые посмотрели на них под электронным микроскопом, они обнаружили там технологию из будущего. Представь себе поле битвы времен крестовых походов. Рыцари в тяжелых доспехах, с огромными и неповоротливыми стальными мечами. И против них воины Востока с легкими, почти изящными клинками, покрытыми странными узорами, похожими на струящуюся воду. Это и была легендарная дамасская сталь. Об этих мечах ходили пугающие легенды. Говорили, что такой клинок может разрубить подброшенный в воздух шелковый платок. Рассказывали, что рыцарский шлем разлетался от одного удара, как спелый арбуз. Но при этом сам меч не тупился и не ломался. Совместить эти свойства в одном флаконе считалось невозможным. Столетиями европейские кузнецы пытались украсть этот секрет. Они закаляли сталь в крови или масле, все впустую. В какой-то момент секрет производства Дамаска был полностью утерян. Только в 2006 году немецкие физики решили исследовать сохранившиеся клинки с помощью электронного микроскопа. И то, что они увидели, заставило их перепроверить оборудование. Внутри структуры металла они обнаружили углеродные нанотрубки. Чтобы ты понимал, нанотрубки – это современная технология будущего. Мы используем их в космических разработках. Оказалось, что древние мастера меняли структуру металла на наноуровне, используя только огонь, молот и секретные добавки. Они занимались нанотехнологиями в грязных кузницах, не имея понятия о том, что такое атом. Казалось бы, теперь мы знаем состав. Бери и делай. Но вот тут современная наука зашла в тупик. Мы использовали лучшие лаборатории мира, но получить точно такую же сталь не получается. Выяснилось, что секрет был в специфических примесях вольфрама и ванадия в микродозах. Когда руда закончилась, технология умерла. Мы сегодня строим ракеты, которые летают на Марс, но не можем восстановить процесс ковки меча из X века. Иногда прогресс – это не движение вперед, а попытка вспомнить то, что мы когда-то умели, но по глупости забыли. Ну что, теперь ты видишь?
5 технологий, которые доказывают, наши предки были гораздо круче, чем о них пишут в учебниках. Какая из этих технологий кажется тебе самой невозможной? Вечный бетон, компьютер без батареек или наномечи? Напиши в комментариях, мне реально интересно, что ты об этом думаешь. И не забудь поставить лайк и подписаться. Впереди еще много загадок, от которых у ученых взрывается мозг. До встречи в следующем видео.